Здравствуйте. Возник вопрос. Если Земля плоская, то как работает интернет, спутниковое телевидение, GPS, ГЛОНАСС и метеоспутники? Давайте по порядку. Первое. Как работает интернет? Этот вопрос интересен многим, потому что очень многие сидят сейчас в интернете и даже не имеют представления о том, как работает интернет. И люди думают, что Земля должна быть обязательно сферической, чтобы существовал интернет. А сейчас я вкратце расскажу о том, как работает интернет. Более подробные схемы вы сможете найти сами в интернете. Что такое интернет? Интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на базе IP и маршрутизации IP-пакетов. На рисунке частичная карта интернета, основанная на данных от 2005 года. Каждая линия нарисована между двумя узлами, соединяет IP-адреса. Интернет – это связанная сеть сетей. Маленькие сети объединяют несколько компьютеров. Большие сети, сервера, включают в себя маленькие сети. Самые большие сети, сети континентов, соединяются между собой подводным трансконтинентальным оптоволоконным кабелем, протянутым между материками, весящим тысячи тонн, передающим миллиарды терабайт информации. Подводного трансконтинентального кабеля на Антарктику не существует. С компьютера мы задаем запрос. Он приходит к провайдеру, и провайдер переводит его в двоичный код. Двоичный код вместе с IP-адресом переходит на маршрутизатор. Маршрутизатор направляет на сервер. Сервер обрабатывает информацию, получает из сети сетей нужный нам запрос и отправляет в обратном порядке на маршрутизатор и провайдер. Провайдер перенаправляет ответ на наш компьютер. Существование трансконтинентальных оптоволоконных кабелей, соединяющих между собой материки, позволяет существовать интернету без каких-либо спутников. Для существования интернета не нужны никакие спутники. Вариативные спутники не смогли бы передать миллиарды терабайт с одного континента на другой. Таким образом, интернет во всей своей полноте работает на плоской Земле. Перейдем к следующему вопросу. Как работает спутниковое телевидение? Радиодиапазон – это диапазон электромагнитных волн, охватывающих волны длиной от нескольких десятков тысяч километров до десятков долей миллиметра. В практике радиовещания и телевидения используется упрощенная классификация радиодиапазонов. Длинные волны ДВ, средние волны СВ, короткие волны КВ, ультракороткие волны УКВ, ДВ, СВ, КВ, УКВ, СВЧ. И какой бы ни был диапазон частоты волны, он так или иначе отражается от ионосферы. Обратимся к графику. Этот график плотности ионов от высоты. И мы видим, как на высоте 100 километров плотность иона 10 третей на сантиметр кубический. На высоте 200 километров плотность ионов 10 шестой на сантиметр кубический. Это практически плотная стенка. Если длинные волны отражаются от высоты 100 километров, то сверхвысокие отражаются на высоте выше 100 километров. Пишут, что тропосфера от 6 до 20 километров. И каким же образом тогда существует тропосферная связь? Тропосферная связь – вид радиосвязи, основанный на явлении переизлучения электромагнитных импульсов в физически неоднородной тропосфере при распространении в ней радиоволн. Передача данных происходит в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн. На графике высоты от плотности от 10 до 20 километров ионов вообще нет.
То есть тропосфера находится на высоте от 100 километров и выше для того, чтобы это отражение существовало. Таким образом, все частоты ДВ, СВ, КВ, УКВ, СВЧ отражаются от ионосферы. Ионосферу правильно называть тропосферой. Передача сигнала идет с тарелки на ионосферу. С ионосферы отражается на телебашню. И с нее идет вещание на 1000 километров ТВ-эфира 3 и 4G интернета. На больших расстояниях передача идет от одной тарелки к другой через купол. И далее на телевизионную башню, которая раздает сигнал на город. Никакие спутники не нужны. Все отражение происходит от ионосферы. Все волны любой частоты отражаются от ионосферы. От 100 километров в высоту до 200 километров идет полное отражение любой частоты, любой волны. Телевидение. Радиоволны можно использовать не только для передачи звука, но и для передачи изображения. Чтобы передать движущееся изображение, используют принцип кино. За секунду передают множество разных изображений, отличающихся друг от друга. Человеческий глаз не успевает заметить смену кадров и кажется, что изображение движется. Как мы выяснили, все существующие диапазоны частот передаются по радиосигналу. По радиосигналу передается и телевидение, и цифровое телевидение, и спутниковое телевидение, и 3G, и 4G интернет, и радио. Все существующие диапазоны радиочастот отражаются от ионосферы. Тогда, если предположить, что у Земли действительно существуют искусственные спутники, которые крутятся на геостационарной орбите, то каким же образом они передают Земле сигнал, минуя ионосферу? Ведь все радиочастоты отражались бы от ионосферы. А почему же тогда называется спутниковое телевидение? Дело в том, что этот метод радио и телевизионной передачи появился еще в XIX веке. Только передающая частота была примерно 130 МГц. Сегодня же передающая частота более 20 тысяч Гц, то есть более чем в 100 раз больше. Они увеличивают частоту передачи и называют это спутниковым телевидением. Метод передачи никак не изменился. Для существования телевидения не нужны никакие спутники. Следующий вопрос. Как существует и функционирует GPS и ГЛОНАСС? Итак, что такое GPS? Для этого обратимся к истории. Одним из первых навигаторов был навигатор, который назывался Декка. Материал из Википедии. Декка – это гиперболическая радионавигационная система, работавшая в СДВ-диапазоне. После сворачивания системы весной 2000 года она была замещена американской GPS. Что такое СДВ-диапазон? Это диапазон радиоволн. СДВ – сверхдлинные волны. Материал из Википедии. Сверхдлинные волны – радиоволны с длиной волны выше 10 километров. Они легко огибают Землю, слабо поглощаются земной поверхностью, проникают вглубь морской воды, хорошо отражаются от ионосферы. Как работают метеоспутники? У Земли искусственных спутников нет. Метеоспутники – это метеозонды. Существуют метеозонды, которые летают на высоте от 20 до 40 километров. Внутри них есть аппаратура, а также радиосвязь. По радиосвязи передаются координаты скорости ветра, температуры, ясности неба, влажности. По этим координатам делают прогноз погоды на один день, от 1 до 2 дней. На неделю прогноз сделать невозможно. И как вы заметили, любой прогноз погоды всегда неточный и всегда не сбывается. Также существуют датчики на самолетах, которые отправляются в метеостанции и которые суммируют данные с метеозонда из самолета и делают более точный прогноз. Но этот прогноз всегда на 1-2 дня. До новых встреч!